Приветствую вас, уважаемые друзья-рыболовы! По многочисленным просьбам телезрителей, читателей, ну и просто рыболовов, которые регулярно следят за моей деятельностью в социальных сетях, я решил сегодня поговорить с вами о фидерных расходниках, а именно о комплектующих к фидерным монтажам. Моя задача рассказать вам о тех материалах, которыми я пользуюсь последние 2 года. Покажу, как они выглядят в реальных готовых фидерных оснастках, ну и, конечно же, покажу, как ими правильно пользоваться. Начать я хочу с фидерных застежек. Мы хорошо знаем, что кормушка, которая является как бы главным инструментом рыболова-доночника, должна каким-то образом крепиться к оснастке. В современной рыболовной индустрии есть в продаже 2 вида кормушек. Те, которые наделены вертлюжком в общей конструкции кормового устройства, то есть вертлюжок, он уже вмонтирован в плечо, да, кормушки. Кормушки могут быть разные, маленькие, большие, пластиковые, металлические или комбинированные. Или кормушки, где вертлюжок отсутствует. Я, как активно практикующий рыболов-доночник, для себя давно выбрал такую позицию, что для кормушек, наделенных вертлюжком, я использую обычную застежку спиннинговую, да? А для кормушек, у которых в конструкции не предусмотрен вертлюжок, использую вертлюжок с застежкой. За мою рыболовную жизнь я, наверное, последние лет 5 больше отдавал преимущество застежкам компании Овнер. В своих передачах на канале Anglers Zoom я не раз показывал и вертлюжки, и застежки разных модификаций. А с прошлого года в мой рыболовный арсенал очень плотно вошли аксессуарика и всевозможные вертлюжки с застежками от компании Pontoon 21, которая, как вы знаете, является одним из лидеров индустрии в спиннинге. Почему я решил обратиться к этой продукции? А только из-за того, что класс и качество изготовления аксессуарики, а в частности вот этих рыболовных застежек, меня просто ошеломил. Естественно, ассортимент огромен и запутаться в нем очень легко, поэтому я взял постепенно себе как за правило каждый год обкатывать 1 или 2 модели застежек. И вот одна из, наверное, первых, на которую я обратил внимание и понял, что она будет полезна в фидерной ловле, это застежки с аббревиатурой TN Snap. Артикул этих застежек PA 777-24. Почему на них внимание обратил? Почему они как-то немножко меня мотивировали, да, попробовать их в фидере? А именно из-за того, что у них очень необычная форма. То есть это не классическая форма, когда застежка закруглена одинаково с 2 сторон, а форма, где один из краев немножко сужен, трансформирован фактически в такой угол. Очень часто бывает так, что на рыбалке, когда мы очень долго ловим, когда мы делаем частый перезаброс, леска, при условии мы используем, когда тяжелые кормушки, может съезжать с застежки, кататься по ней, да? Особенно если форма застежки идентичная с 2 сторон. Вот это съезжание лески ведет к тому, что кормушка начинает выходить из воды не очень равномерно, и из-за этого путается поводок. Вот при такой модификации, когда уголок сплющен, сужен, гарантировано, что леска в момент затягивания ее непосредственно на оснастке будет фиксироваться в этом уголке, и она, соответственно, не будет съезжать. Также мне очень понравилось то, что у этой застежки очень простой, качественный замок. То есть он буквально одним нажатием руки, без каких-то специальных приспособлений, он расстегивается, туда можно поставить кормушку или грузик, и сама система замка за счет того, что есть замочек, она не расстегнется, только если при таком специфическом механическом усилии, когда эту застежку нужно нажать. А обычно в воде она самопроизвольно расстегивается. Продемонстрирую вообще, как и при каких оснастках я использую застежки TN Snap. По классике это, наверное, одна из которых это называется вертолеты 2 узла, вторая называется петля Гарнера. Это вообще оснастка номер 1. Как ее делать, уважаемые рыболовы, можете посмотреть на телеканале Anglers Zoom. Я подробно, есть сюжет, где показываю до деталей, как я ее монтирую со всеми элементами и нюансами в плане геометрического построения. А сейчас я просто быстренько покажу, в первую очередь для того, чтобы показать, как правильно туда закрепить застежку и как она там себя ведет. Первая петелечка у нас делается большая под, собственно, кормушку, да? Затягивается узелком 8. Второй этот хвостик, здесь делается маленькая петелечка, делается она исключительно под поводок. Теперь, как я вам уже говорил, есть главный вопрос, как сюда закрепить кормушку.
В кормушках, в которых есть вертлюжок, можно, конечно, сюда ее просто продеть. Но тогда, когда вы начнете ловить, узел здесь затянется, и вы кормушку уже просто так не снимете. Вам чаще придется всю оснастку будет просто срезать и перевязать. А если у вас условия ловли будут таковы, что вам нужно будет просто чередовать там кормушку с грузиком или менять разные веса кормовых устройств, вот как раз нужна правильная застежка. Вот для кормушек не оснащенных вертлюжком я сюда ставлю вертлюжок с застежкой, а для кормушек, где есть вертлюжок, ставлю вот обычную застежку. Вот в частности TN Snap. В общем, смотрите, вот собственно берется застежка и в верхнюю ее часть заводится лесочка. Теперь вот просто накидкой мы просовываем внутрь саму застежку. Узелок затягивается. Его не обязательно затягивать сильно. В процессе самой рыбалки на забросах оснастка затянется. Теперь сюда, видите, очень все просто. Настолько проста эта застежка, настолько она удобна. Просто без всякого надрыва нажал, и она расстегнулась. Сюда ставится кормовое устройство. Ну, например, вот такая кормушка. Все. Вот оснастка, собственно, готова. Повторяюсь по поводу ценного момента, да, на который я отметил в самом начале внимание ваше, что я затянул здесь лесочку, и леска здесь очень хорошо, четко зафиксировалась вот в этом верхнем уголке. То есть она не сползает, она не слетает вниз, она четко зафиксирована вниз. Соответственно, это гарантирует мне, что леска не сползет, и у меня оснастка не будет идти по неправильной траектории при вываживании. Следовательно, она не запутается. Да? Соответственно, все эти застежки сделаны из очень качественной стали. Также они имеют очень правильный черный цвет, что крайне важно для рыболовов, которые ловят именно донную рыбу. Да? Ведь нам использовать эти блестящие застежки ну, нежелательно бы. Ну и что самое ценное, очень простой и очень качественный замок. Простое нажатие. Я в своей жизни, поверьте, пробовал ловить вертлюжками такой вот сложной модификации, где нужно было нажать, отвести вправо, там, или как-то даже пассатижи какие-то принимать. И представляете, в процессе рыбалки менять такую застежку можно просто реально ну, нервы свои немножко потерять. А здесь все очень просто. Сжал, разжал. Очень хорошо, что вот именно замочек, вот этот изгиб замка смотрит вниз. Это значит, точно застежка не расстегнется. В процессе рыбалки можно очень быстро менять кормушки. Например, можно работать с грузиком, можно на грузике менять. Ну, в частности, вот видите, у меня такой необычный маркерный груз. Можно ставить груза, можно ставить кормушки большего, меньшего размера. И все это занимает вообще считанные секунды. В размерном ряде 5 позиций. То есть есть от 2 нулей до размера 3. Сейчас я вам покажу. Вот самая маленькая застежечка 2 нуля, которая используется для микрокормушек, и самая большая. Самые маленькие 2 нуля можно использовать с кормушками до 20 граммов. Вот эти крупные 3-го размера можно использовать с кормушками до 200 граммов. На каждой из упаковок написана разрывная нагрузка, и она причем достаточно солидная, при условии, что изделие имеет такой маленький размер. Ну, вы в любом случае, если вы человек избирательный, если вам нужны нюансы, вы найдете свою идеальную застежку. По крайней мере, это та первая, про которую я хотел вам рассказать. Обратите внимание на этот продукт, и я уверен, вы останетесь от него в восторге.